Всем привет, меня зовут Ольга, и вы на моем канале Хельгофина Art Design. Все об акриловой заливке. Сегодня видео будет максимально информативным. Это первое видео в рамках курса для начинающих по акриловой заливке, который я анонсировала на прошлом видео. Для этого курса будет специальная папочка, плейлист, где будут полностью собраны все видео по акриловой заливке для начинающих. Тут на самом деле все неоднозначно, для начинающих или нет. В общем, здесь сможет найти каждый для себя нужную информацию. Самые начинающие, которые еще ничего не делали, но хотят попробовать, и люди, которые уже, в принципе, увлекаются, занимаются, но не знают, как вырасти и что сделать для того, чтобы ваши работы становились лучше. Опять-таки, я не гуру и уж точно не тот человек, который знает все. Я буду рассказывать о своем опыте, те знания, которые я сама нашла, те знания, которые я в практике применяла, и все эти знания можно узнать здесь. Поэтому обязательно посмотрите, ознакомьтесь, конечно, пишите свое мнение в комментариях, обязательно мы поговорим об этих комментариях, я могу дать ответ на любой возникающий ваш вопрос. И помимо прочего, в конце, как итоговая часть, возможно, я сделаю видео, где будет указано ответы на вопросы, которые в итоге образовались у вас, потому что это как раз-таки и та закрепляющая нотка. Рассказать какую-то историю – это одно, и другое дело уже для закрепления ответить на возникающие вопросы, потому что очень сложно, когда ты уже прошел вот эту ступень начинающего и дошел до следующей ступени, тебе уже сложно понимать и мыслить так же, как начинающие, в плане того, что что неясно, что непонятно. Уже некоторые вещи становятся само собой разумеющимися, и ты уже не сможешь нормально, адекватно иногда эту информацию даже подать. Поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно пишите, и я обязательно отвечу, во-первых, на эти вопросы, а во-вторых, вы мне поможете сделать последний ролик в этом курсе, а это именно ответы на возникающие вопросы. Также с самого начала заинтригую. В конце видео у нас будет розыгрыш подарка, поэтому, если вам это интересно, конечно же, оставайтесь и поучаствуйте в розыгрыше подарка. Обо всем подробнее уже будет в конце видео. А пока что начнем с самого начала. Флюид-арт, акриловая заливка, жидкий акрил – это все название одного и того же действия. Если коротко, то написание разных изображений жидкими красками. Очень популярная техника в США и Австралии. Флюид-арт – это достаточно молодое направление в дизайнерском ремесле, в основном специализируется на изготовлении интерьерных картин и панно. В России, например, квалифицированными художниками данное направление не признано и считается некоторым баловством. Хотя я лично видела потрясающие работы, когда флюид-арт сочетали с навыками живописи, в итоге получались невероятные работы. В самом флюид-арт немаленькое количество техник, начиная от простых, где сливаются разные краски с достаточно простой средой для красок в одну емкость и выливаются на холст разными способами, заканчивая более сложными работами со сложными медиумами, при работе с которыми можно использовать разные инструменты, например, фен, шарики и так далее. Лично я бы не стала цепляться за название этих техник по нескольким причинам. Во-первых, флюид-арт – молодое направление, мастеров большое количество, названия придумываются на ходу, разные мастера схожие техники могут называть по-разному. Я считаю, что статичные названия придут в обиход лишь спустя некоторое количество времени, когда ненужные названия уйдут с обихода сами собой. Во-вторых, на данный момент большинство названий связано больше с тем, каким инструментом вы пользуетесь, например, техника с феном. Но зачастую для новичков эти названия могут быть сбивающим фактором, да хотя бы потому, что при работе с феном можно добиться совершенно разных результатов. А значит, одним названием можно максимально запутать человека. Также при написании одной картины можно использовать несколько техник за раз. И последнее. Четкое определенное название техники, в принципе, может говорить о том, что эта техника делается именно так и никак по-другому, и в ней участвует какая-то определенная рецептура с определенным материалом и никак по-другому. И здесь совершенно не так. В этом и вся прелесть флюид-арта.
похожим результатам работы на самом деле можно прийти совершенно разными путями. И получается, что рецепты на самом деле у каждого свои. И у каждого мастера на самом деле свои ингредиенты, свои рецептуры. Это реальность. Мы живем в разных странах, и мы не можем приобретать одни и те же ингредиенты. Это невыгодно, это неэкономно. Помимо прочего, у нас может просто их не быть здесь, да? Поэтому рецептуры совершенно разные, и на точное название, четкое название техники подразумевать может именно это. А это уже заблуждение на самом деле о том, что рецепт только такой, а никакой другой. Частый вопрос у начинающих, что я слышу, это какая должна быть консистенция у медиума. На что, если честно, сложно дать ответ, и тем более сложно показать через камеру. Можно работать с разной консистенцией, смотря какой результат вы хотите получить. Лучше всего, чтобы вы на практике попробовали разные варианты. Для того, чтобы практика была максимально успешной и чтобы вы понимали, на что стоит обратить внимание, давайте разбираться. Чем более жидким вы делаете медиум, тем легче разные цвета взаимодействуют друг с другом, создавая производные цвета, практически пытаясь превратиться в один цвет, что очень часто может давать грязные оттенки, если неправильно подобраны цвета. О цветах и красках я буду рассказывать в следующем видео. При этом более жидкий медиум очень подвижен, что очень подходит для работы с феном. Чем гуще консистенция у медиума, напротив, тем более в первозданном виде у вас сохраняются первозданные цвета и создаются достаточно четкие флюиды разных цветов. Опять-таки, смотря с каким медиумом вы работаете, с этим мы еще будем разбираться в этом видео. Также, чем гуще медиум, тем сложнее работать с феном, но более лучше эти свойства помогают работать при разных способах выливания красок со стаканов на холст. Понимая эти нюансы, вы сможете сделать правильный выбор для получения того или иного результата, что вы хотите. На самом деле, с любой консистенцией у вас получится результат, совершенно с любой. Поэтому ошибаться, вообще не бойтесь ошибаться. Ошибаться — это прекрасно. Я вам на своем примере скажу. В очень многих вещах я разобралась именно потому, что я ошибалась. Я купила какую-то краску, да, она вообще у меня какие-то эффекты ужасные передала. То есть это вообще не то, я ее отложила. Но потом через некоторое время вернулась к этой ошибке, думаю, интересно, а почему так произошло? Да? Хорошенько подумала, думаю, а дай-ка я попробую эту краску совершенно в другом рецептуре, совершенно в другом действии. И она дает такие колоссальные, допустим, в итоге дает колоссальные результаты. Поэтому ошибаться никогда не бойтесь. Если вы ошиблись, это тоже результат. И этот результат, на самом деле, если проанализировать, может дать даже наилучший результат, чем вы, в принципе, планировали. Поэтому вот в данной стезе вообще не стоит бояться своих ошибок. После того, как на личном опыте разберетесь с этими нюансами, растите дальше и пробуйте работать в одной работе с разными консистенциями. Давайте разбираться на примере свайпа, если взять на примере бытового аналога. Допустим, вы намазываете масло на хлеб. Масло имеет мягкую текстуру, а хлеб более плотную. От этого масло легко наносится на хлеб без какого-то давления. Также и свайп. Если у вас фоновая нижняя краска имеет более плотную текстуру, то верхняя краска при свайпе легко раскатывается по холсту, не смешиваясь с фоновой краской. Если будет одинаковая текстура, то одна краска будет пытаться слиться с другой краской, создавая единую палитру. Также и при раздувке краски по фону. Если верхняя краска имеет чуть более жидкую структуру, то она раздувается, не сильно соединяясь с фоном, и у вас получаются лепестки одного цвета без просвета. Если брать одинаковую консистенцию фона и верхней краски, то при раздувке краски соединяются друг с другом, и вы получаете лепестки с просветами от фоновой краски. Иногда я могу совершенно не задумываться о результате и использовать остатки красок от других работ, и не задумываясь соединять их вместе и неожиданным для себя способом получать оригинальные результаты. Даже не сильно контролируя процесс, можно получать потрясающие результаты, так что ничего не нужно бояться, нужно экспериментировать и получать удовольствие от самого процесса.
Если вы думаете, что у меня все работы получаются, во-первых, с первого раза, а во-вторых, получается точно, ну, сказать, что у меня вообще совсем не получились, у меня, может быть, 2-3 работы, когда я уже психанула, убрала. Но это в первую очередь было именно потому, что я совершенно уставшая этим занималась. Ни в коем случае уставшим заниматься этим не стоит. Но даже уже готовая работа, я бываю очень часто недовольна. Допустим, я делала аквамариновую надежду, я ее делала в подарок. Она уже начала высыхать, и я сходила и думаю, ну, она мне не нравится. А вот подарок делаю, а там мне не нравится. Вот что делать? Берете вот эту работу, кладете куда-то на видное место, и идете, ходите и смотрите на нее. И в этот момент работает ваш внутренний перфекционист, которому все не нравится. И он ходит и бубнит постоянно, ну, не нравится ему, не нравится, не нравится. Ну, примеряете, а может что-то так сделать, может что-то там сделать. И вот так вот неожиданным образом приходит идея, а почему бы не сделать рамочку? Ну, ведь в любом случае, если вам что-то не нравится, да, ну, зачем бояться испортить? Ну, испортите вы, испортите. В чем дело? Зато вот это как раз-таки бывают первые шаги для того, чтобы сделать что-то лучше и, в общем-то, как-то идти больше на развитие. Или, допустим, вот эта вот работа, да, я, когда ее сделала, ходила, смотрела на нее, смотрела. Думаю, ну что-то она какая-то, не хватает мне чего-то, вот не хватает. Придумала, думаю, вот тут нужны иероглифы, вот хоть убей. А где сделать, а как сделать? Нарисовать самой? Ну, попробовала. И поняла, что, наверное, мне нужно раз 1000 написать один иероглиф для того, чтобы я начала это делать красиво. Вот. И в итоге я пришла к мысли, додумалась о том, а почему бы и не найти наклейки для ногтей и не попробовать. Попробовала, сделала, безумно красиво получилось. Еще куча есть у меня наклеек в виде иероглифов для других работ. Поэтому, если вам что-то не нравится, ну, это нормально. Ну, во-первых, себя сильно ругать не надо, особенно если вы начинающий, да. В любом случае, вы пока учитесь, и у вас будет нарабатываться все, и в любом случае, совершенно во всех сферах, количество опыта рано или поздно, оно перейдет в качество опыта. Как я смеясь все время говорю, на самом деле шедевры мы делаем тогда, когда постоянно исправляем свои ошибки. Поэтому, если вам что-то не нравится, ничего страшного, всегда можно подумать о том, как ее улучшить. Или, ну, на крайний случай, ее можно всегда перезалить. А теперь долой теорию, переходим к практике. Сейчас мы смешаем 4 вида медиума, посмотрим на результаты, сравним и сделаем некоторые выводы. Сразу оговорюсь, четкого соотношения при замешивании медиума просто нет. Почему? Перед вами 3 марки клея ПВА, и у всех 3 разная плотность. Причем самый жидкий очень отличается от самого густого. И если с каждым образцом использовать одну и ту же пропорцию, то у вас получится 3 разных консистенции, от очень жидкой до очень плотной. И так на самом деле с каждым ингредиентом, поэтому делаем все на глаз и в практике разбираемся, что к чему. Для всех медиумов буду использовать краску от Art Resin Lab, цвета белый, хабра-хабра и темно-бирюзовый. Кому интересно, очень классная палитра. И начнем с самого простого, назовем его медиум номер 1. Это обычный клей ПВА универсальный, столярный и какие-то другие ПВА я лично не пробовала, поэтому могу советовать только универсальный. Добавляем в него обычную воду и перемешиваем. Перемешать необходимо очень хорошо, несколько раз перепроверить, чтобы в итоге у вас получилась однородная масса без каких-то сгустков самого клея ПВА. Иначе ваша работа в некоторых местах при высыхании может потрескаться. Консистенция средняя, чуть ближе к жидкой. Вот о чем я и говорю. Сложно объяснить, какая консистенция, словами можно объяснить лишь относительно чего, более жидкая. Ну да ладно. Откладываем в сторону и сразу готовим следующий медиум. Назовем его медиум номер 2. Он чуть сложнее. В его состав входит клей ПВА, акриловый строительный лак и вода. Приблизительное соотношение такое. Заливаем клей ПВА, где-то 2 части, а в него акриловый лак, где-то 1 часть. А затем добавляем воду столько, сколько необходимо до нужной консистенции. Такой же, что уже сделали, как у медиума номер 1. Также хорошо все замешиваем и проверяем. Что нужно знать об акриловом лаке? Он бывает глянцевый, а бывает матовый.
что придает или глянцевую поверхность, или матовую поверхность самой картине. Выбирать исключительно вам, учитывая и то, какие краски вы выбираете, глянцевые или матовые. Я, допустим, для себя выбираю матовые, а по итогу, если мне необходима глянцевая поверхность, то покрываю картину уже глянцевым лаком. Откладываем в сторону и делаем следующий вариант медиума, назовем его медиум номер 3. Этот вариант я считаю для тех, у кого после ремонта осталась краска база С, то есть бесцветная строительная краска. И вот с этим вариантом медиума я немного оплошала. Для себя до этого я делала такой вариант с акриловым лаком и водой. Но для вас я решила поэкспериментировать и сначала сделала просто с водой, иначе он получается слишком дорогой. В итоге первоначально в краску базы С я добавила воду и хорошенько размешала. И воды я добавила много, чтобы получить схожую консистенцию, как у медиума номер 1 и номер 2. Но уже после того, как я замешала медиумы с краской, я увидела явно очень плохую реакцию этого медиума. Смотрите сами, масса стала кашеобразной. Поэтому я в итоге все же добавила акриловый лак, и с ним медиум все же оправился и превратился в однородную массу. Я не советую данный вариант медиума, только если у вас случайно не оказалась краска базы С, потому что они очень разные и изготавливаются из разных материалов, и ваша покупка может оказаться котом в мешке. Или ищите краску именно на акриловой дисперсии. И под образец медиум номер 4 возьмем профессиональный медиум от Art Resin Lab, сатиновый. Данный медиум изготовлен на основе высококачественной акриловой дисперсии. По рекомендации от производителя рекомендуемое соотношение 1 часть краски и 5 частей медиума. Я медиум ни в коем случае водой размешивать не буду, потому что зачем портить хороший продукт лишними составляющими. Этот медиум от всех 3 образцов будет чуть плотнее по консистенции. Медиум на самом деле хороший, с ним у меня получилось изготовить активатор, о котором я буду рассказывать в следующих роликах. Поэтому, если вы еще не подписались, подписывайтесь, конечно, и нажимайте на колокольчик, чтобы включить уведомления о следующих видео. И хотела бы еще показать даже внешнее различие профессионального медиума от самодельных. Смотрите, вот медиум номер 1. А теперь посмотрите на медиум Art Resin Lab. Посмотрите, как поблескивает сам медиум, смешанный с краской. Это как раз и блестит высококачественная акриловая дисперсия. Далее смешиваю все образцы медиумов с красками. И здесь у начинающих может возникнуть вопрос, а сколько в медиум стоит добавлять краски? И здесь все неоднозначно. Все зависит от самой краски. О красках, их разновидностях и их свойствах я буду рассказывать в следующем видео, и там вам станет многое понятно. Я добавляю ровно столько краски, сколько необходимо для того, чтобы медиум окрасился в тот оттенок, что вы используете. А вот само количество краски, которое вы по итогу добавите в медиум, зависит от качества самой краски. Точное соотношение здесь также сказать нельзя. Пробуйте, привыкайте к краскам, что вы используете, находите то самое количество, чтобы не уходить в перерасход. Если вы добавите большое количество краски, от этого вы медиум не испортите. Также перед стартом заливок уточню, все 4 вида медиума без дополнительных добавок никаких эффектов не делают. В него можно добавлять золотую аэрозольную краску для создания текстуры, силикон для добавления ячеек. Но для совсем начинающих я бы все-таки рекомендовала первые работы делать без добавок, чтобы не столкнуться с трудностями. Потому что при работе с силиконом тоже есть немало нюансов и возможностей. Дождитесь полноценное видео о силиконе, где мы с вами разберемся с ним и поговорим о его возможностях. Могу вам рекомендовать плейлист у меня на канале, называется он «Простые техники с простым медиумом», где работы создаются без каких-то добавок. И, конечно, смотрите мастеров других, чтобы выбрать для себя лучший вариант заливки для старта. Для работы с активатором эти медиумы тоже не подходят. Для активатора нужно создавать особый медиум, о нем все буду рассказывать в видео об активаторах.
Теперь переходим к заливкам. Свободных холстов у меня не оказалось, поэтому протестируем как раз артборды. Края артбордов я прогрунтовала. И начнем мы с медиума номер 1. Это клей ПВА плюс вода. Для всех заливок буду использовать технику грязный стакан. Для этого беру стакан, вливаю поочередно 3 краски. Наливаю на артборд чуть белой краски, а затем опрокидываю стакан с краской. Дополняю еще белой краски и делаю еще один дополнительный стакан. Сразу обращаю ваше внимание, как цвет Хабра-Хабра практически поедает темно-бирюзовый цвет, и тут дело не в красках, а в самом медиуме, что станет более очевидным, сравнивая итоговые работы друг с другом. После того, как я опрокинула еще один стакан, выливаю в стакан одинаковое количество 3 красок для получения трехцветных линий и в хаотичном порядке распределяю по артборду. Решила добавить еще несколько трехцветных полос. И распределяю медиум по артборду. После того, как распределила медиум по артборду, откладываю его и приступаем к следующему медиуму. Медиум номер 2. Это клей ПВА, акриловый лак и вода. Все делаю то же самое. Формирую грязный стакан, опрокидываю его, размещаю вместе с белой краской. Создаю еще грязный стакан и также распределяю. Также дополняю работу трехцветными полосами. Распределяю краску. И еще дополняю несколькими трехцветными полосами саму работу. И также откладываю. И переходим к следующему медиуму. И злополучный медиум номер 3. Краска база С, акриловый лак и вода. Это прямо косячный медиум получился, и в первую очередь потому, что я его сразу неправильно смешала. С ним я делаю все то же самое, что и с другими медиумами, формирую стаканы, распределяю с белой краской, создаю трехцветные полосы. А злополучный он еще потому что когда я его поставила высыхать, я его поставила случайно на неровную поверхность, на стыке двух пеленок, и часть краски просто стекла. Не будем слишком суровы к нему. Но в любом случае этот рецепт получается слишком дорогой, дороже даже, чем медиум номер 2. И в простых заливках я, если честно, даже не вижу смысла им пользоваться. Когда работа готова, откладываем и переходим к последнему медиуму. Вы просто посмотрите, как он блестит. И медиум номер 4 от Art Resin Lab. Здесь делаю все то же самое. Единственное, делаю 3 грязных стакана и намного больше трехцветных полос. И не просто так. Все-таки это профессиональный медиум, и к нему больше ожиданий. А значит, тестируем его тщательней. От большого количества трехцветных полос я хочу по итогу видеть хорошую детализацию и видеть больше четких линий.
где цвета не смешиваются друг с другом, а сохраняют свои первозданные цвета и линии, те самые, которые я нанесла, чтобы они были именно в том же самом положении и с той же самой расцветкой. Заканчиваем последнюю заливку, оставляем сохнуть и уже рассмотрим высохшие работы для подведения итогов. Все высохло. Давайте смотреть, разбираться и делать выводы. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед нами лежат 4 работы, сделанные одной и той же палитрой. Что на первый взгляд и не скажешь. Сразу исключаем из участников медиум номер 3 на основе краски база С, акрилового лака и воды. Это был не его день. Тут причина, я думаю, кроется в большом количестве воды и то, что акриловый лак смешала слишком поздно. В любом случае, этот вариант медиума на самом деле очень дорогой и капризный. Просто исключаем его. Далее смотрим на медиум номер 1. Это клей ПВА плюс вода. А вот с ним давайте вернемся назад к моменту, когда я разливала краски по стаканам с медиумами. Посмотрите на стаканы с медиумом номер 1 и сравните с другими. Только в стаканах с медиумом номер 1 та краска, что уже в стакане, дала реакцию, некоторую дымку и начала растворяться. А затем вспомним, как цвет Хабра-Хабра практически поглотил темно-бирюзовый цвет, именно с медиумом номер 1. Из этого я могу предположить, что как вода, так и клей ПВА являются слишком хорошими проводниками, в которых мгновенно начинает растворяться краска и окрашивать ближайшие территории. А если это два цвета, то делают производные оттенки, соединяясь. При близком рассмотрении прям видно, как трехцветные полосы превратились в темные дымки. Данный медиум у меня никогда не был в фаворитах. Я давно заметила такую его особенность, когда изображение смещается, а смещается именно потому, что краска далее пытается окрасить ближайшие другие краски и ближайшую территорию. Теперь на рассмотрении заливка с медиумом номер 2. Хочу отметить тот момент, что медиум номер 2 и номер 1 были максимально с похожей консистенцией. Но все же именно наличие акрилового лака позволило медиуму более гармонично взаимодействовать с разными красками. Все цвета на месте, они взаимодействуют, но не поглощают друг друга. При близком рассмотрении мы видим, что трехцветные полосы на месте и видна их детализация. Большое количество работ на моем канале сделано именно с этим медиумом. И последняя заливка с медиумом номер 4. Профессиональный медиум от Art Resin Lab. Отмечу тот момент, что медиум Art Resin Lab был с чуть более плотной консистенцией. Но при этом я специально нанесла большое количество трехцветных полос, чтобы увидеть детализацию по итогу. Можно сказать, что именно с ним, и это, конечно, еще благодаря более густой консистенции, цвета остались более яркими. Детализация вся на месте, даже самые тоненькие линии белого цвета. Это именно то, что я хотела бы ожидать от профессионального медиума. А под конец я хотела бы задать вам риторический вопрос. С какими бы образцами медиума у вас могла бы получиться такая детализированная работа с прошлого ролика? И, кстати говоря, это одна и та же палитра. Надеюсь, что этот эксперимент был вам полезен. И если у вас что-то не получалось, возможно, это не у вас лично не получалось, а просто был неправильно выбран инструмент и материалы для работы. Если вы прям совсем-совсем начинающий, вы еще ничего не пробовали, и в таком случае я бы вам посоветовала брать прям целую прям задачу и идею для того, чтобы просто не пострадать арт-терапией, ничего из этого не получить. Я считаю, что любая задача, она должна быть четкая, ясная, понятная и трудная. Почему трудная? Для того, чтобы вы старались. Поэтому
я рекомендую, возьмите лучше сразу медиум готовый. Консистенция там уже такая, какая нужна для работы. Вы можете посмотреть совершенно обычную какую-то технику, где нет никаких ни сеточек, ни пупырышек, ничего такого, а просто обычное литье. Да, это может быть перевернутый стакан, это может быть слоеный стакан, это может быть грязный стакан. Это может быть все что угодно, где есть четкие определенные линии, которые идут из-за того, что вы как-то определенно двигаете рукой. И сразу найдите хорошую палитру. Как найти хорошую палитру? Ну, во-первых, есть производители, вот, допустим, производители таких медиумов, они думают о своих покупателях, поэтому они очень часто делают прям целые наборчики красок. Помимо прочего, вы можете еще и подумать, какая палитра вам подойдет, посмотреть просто, куда вы хотите повесить картину. Вот прям поставьте себе задачу. Вот я хочу себе сделать картину. Вот здесь она будет висеть на все 100%, я это знаю наверняка. Возьмите, найдите хорошую палитру, возьмите медиум. Я считаю, что вот такой вот вообще оптимальненький, 25×50, вот таких как минимум две работы вы с одной бутылки медиума можете сделать, как минимум 2. На самом деле, я думаю, там 3 можно сделать спокойно. Сделайте 2 работы, посмотрите, понравилось вам, не понравилось. Конечно же, сразу же старайтесь для того, чтобы вам понравилось, конечно же, и чтобы у вас все получилось. Для вас, если вы в дальнейшем собираетесь работать дальше, учиться по работе с акриловой заливкой, вы уже попробовали одну консистенцию, вы уже поняли одну консистенцию, вы уже можете приблизительно, даже если вы будете делать какой-то свой рецепт, вы уже приблизительно можете, по крайней мере, приблизиться именно к той консистенции, с которой вы работали. А можете от этой консистенции, в принципе, уже отталкиваться, сделать вам там еще плотнее, либо еще жиже. Это уже вам решать, когда вы будете учиться. Это во-первых. Во-вторых, ну, там останется у вас немножечко медиума, и хорошо, и сохраняйте, и оставляйте для того, чтобы в дальнейшем работать с активатором. Но про активаторы я расскажу чуть-чуть позже. Это будет одно из видео будет про активаторы. Там я расскажу про медиум и как использовать медиум для того, чтобы у вас получались сеточки, как с этим работать. Но это уже совершенно другая история. Я считаю, что вот самый лучший вариант для того, чтобы у вас получилось, для того, чтобы вам понравилось, и вы не забросили, и для того, чтобы сразу ваш труд, он был, как это правильно сказать, востребован вами же, и вы могли повесить свою работу себе на стенку. Это же классно. Ну, а теперь, как я и обещала в самом начале видео, мы сделаем определенный розыгрыш подарка. Подарок у нас будет, это вот медиум, которым я пользовалась, это уже новенькая, полная бутылка медиума от Art Resin Lab. Мы с ними договорились, что если я уж себе хорошее сделаю, то и вам хорошее сделаю, да? Для розыгрыша что вам нужно и необходимо сделать? В комментариях обязательно пишите «Я участвую в розыгрыше» и оставляйте ссылочку на ваши соцсети. В данном случае это либо ВКонтакте, либо Одноклассники. И нужно сделать будет репост этого видео к себе на страничку. Обязательно, чтобы страничка была открытая, для того, чтобы я могла перейти и посмотреть в условия все ли соблюли. Вот. Ну и, в общем-то, вам написать в случае чего, что вы выиграли и так далее и тому подобное. Под каждым вашим комментарием для участников я буду писать номер. Этот номер будет участвовать в розыгрыше призов. И уже в следующем ролике покажу сам процесс этого розыгрыша, в общем-то, и обозначу имя победителя. Может быть, я раньше напишу этому победителю о том, что вы выиграли медиум, и мы уже договоримся о отправке данного медиума до получателя. Единственное условие этого участия: вы должны проживать в Российской Федерации, чтобы я могла вам отправить этот медиум. Потому что я не уверена, что я смогу отправить его куда угодно, потому что есть очень разные ограничители. Я знаю, что есть еще и таможенные всякие ограничители в виде отправления жидкости и так далее и тому подобное. Я, если честно, не хочу в этом разбираться. К сожалению, извините меня, конечно, те зрители, которые из-за рубежа смотрят, простите меня, пожалуйста. Вот. Но участвовать могут только те люди, которые проживают в Российской Федерации. Если вдруг вы прослушали этот момент, то при общении с вами, когда я узнаю, что вы не проживаете в Российской Федерации, то я сделаю перезапуск этого
розыгрыша, ну, вообще это будет в один и тот же момент, и мы разыграем уже до того участника, который сможет получить